What's up, hey, с вами Даша Дэй. А вот и нет, а вот это уже Даша Дэй. Попались? На этот раз наше место встречи — это Дубай. Так давайте уж приступим к самому интересному. Запасайтесь вкусняшками и погнали! Ребята, значит, вхожу я сейчас в комнату, а у меня здесь Дарья написано. Дальше. С днем рождения торт мне поставили, торт. Шарики надули с днем рождения. А здесь написано Happy Birthday, Дарья. И торт из полотенец. Потом посмотрите, какой у нас видон. Ой, боже мой. Ой, как жарко. Фу. Вот это вид, смотрите. Просто красота. Жарко было очень сильно, 45 градусов по Цельсию. И да, было очень приятно получить вот такой вот подарок к своему дню рождения. Я не ожидала, что будут шарики, это уж точно. И очень вкусный шоколадный торт. И самое забавное, там было столько вкусной еды, что я смогла попробовать торт только через 2 дня. Так что он пролежал у меня в холодильнике, посмотрите. Really good, delicious. A lot of chocolate. Amazing. Ну, короче, посыпка сверху, вот это, так себе, а внутри норм, да? Все, не жри много, хватит. Да, ну и как я сказала, еды было очень-очень много, вкусно, и хотелось попробовать все. Так что позже приходилось усердно плавать. А для этого на территории отеля существовали бассейны, 7 или 8, если я не ошибаюсь, их было очень много. И было очень приятно узнать то, что там проходили вечеринки в бассейне. Помимо этого, на территории отеля был собственный зоопарк с павлинами, утками, еще какими-то хищными птицами. Но мы переходим к самому интересному. Едем в Дубай Молл. Возможно, вы помните что-то из моего более раннего выпуска 2018 года о Дубае. Ссылочку оставлю вот здесь наверху, сможете перейти посмотреть, как я изменилась, как изменился Дубай. Ну и я хотела купить кое-что интересное там, да. И недавно вышла коллекция очень странных дел в H&M, и мне очень хотелось купить что-то с символикой Хокинса, потому что я огромный фанат очень странных дел. Guys, I came here to get something from Stranger Things collection. See? But I think they have only this hoodie. Do you think I should take it? Ну а теперь самое время развлекаться. Погнали в следующий день. Итак, спустя несколько лет я снова в Motion Gate Park. Вот сзади меня Болливуд. Там еще я не была, но я посмотрела обзоры. В принципе, мне не очень зашло. Но посмотрим, у нас сегодня проходки в 2 парка, поэтому что-то нужно будет выбирать. Парки открываются какие-то в 12, какие-то в 10, какие-то в 11. Мы пришли рано достаточно. Сейчас открыт только Лего Water Park, то есть там всякие горочки. Но я хочу сначала попасть в Motion Gate, а потом уже в какой-то другой парк. Так как мы пришли достаточно рано, за час до открытия парка, мы смогли прогуляться по очень классным улочкам, которые напоминают фильм «Красавица и чудовище», ну или мультфильм. Ты будто бы переносишься во времени и оказываешься во Франции. И вот нам оставалось подождать открытия парка. I feel like Kim Kardashian, because like the whole park, all to myself. It's like I paid a bunch of money just to hang out here by myself. Amazing! Nobody's here yet. That's the perks of getting up early. Сейчас на экране вы можете наблюдать карту парка Motion Gate. И здесь очень-очень много различных зон, относящихся к DreamWorks, каким-то другим кинокомпаниям. Ну и я думаю, вы можете предположить, что одна из причин, почему я снова пошла в этот парк, здесь есть тематический парк по голодным играм. This is my invention. I just try to survive the heat. You can also place this here, and it works. It's so hot. And now
И наконец-то мы попали с вами в парк. Парк очень напоминает Universal Studios Голливуд. Я вам оставлю тоже ссылочку, чтобы вы могли сравнить. Я снимала оттуда влог. Я очень хотела начать с голодных игр, поэтому туда мы и отправляемся. И, к моему удивлению, в этот раз все ощущалось гораздо иначе. И в хорошем смысле, потому что в этой части парка пока что никого не было. И чтобы ощутить себя персонажем данной истории, я выбрала аттракцион. Конечно, не ту огромную горку, потому что я ненавижу, как они на русском называются, райды, горки, американские горки. Поэтому мы пошли с вами на некий 6D, или я даже не знаю, как это назвать, тур, когда ты садишься и едешь по дистриктам, по всем дистриктам. И сейчас вы сможете увидеть, как это более-менее происходит. Тут я напугалась очень сильно, потому что не знала, как найти вход. Сейчас я посмотрю. Там никого не было. И сейчас что-то произойдет. Кто-то открыл дверь. I'm Ethel Stringers, your one and only distant travel escort. We welcome you on a very special aerial tour of all the districts of Pan Am aboard our brand new hovercraft. As part of our incredible tour, Каждый аттракцион ведет к магазину. Если вы хотите, вы сможете что-то купить. Но, если честно, мне не понравились вещи и качество этих вещей, поэтому я решила ничего не покупать. Конечно, цены были облачные, а выглядело все как будто они заказали это все с Алиэкспресса. Но полюбоваться можно, поэтому давайте насладимся мерчом к голодным играм. Обязательно напишите в комментариях, если вам что-то приглянулось, и вообще купили бы вы мерч голодных игр, если бы попали в этот магазин. Мне будет очень интересно почитать, давайте пообщаемся в комментариях. Данная часть парка проработана достаточно детально, вы можете увидеть плакаты, так что чувствуется, как будто ты пришел в Дистрикт 12. Okay, I think something scary is gonna happen. Take a look at it. О Oh боже, my God, they are... они катаются на этом аттракционе. Вы видите? Oh my God, Вы do you видите see? это? И они they're даже not even не screaming. кричат. А теперь посмотрите на эту милую картину. Дяденька чистит статуи голодных игр. По соседству с голодными играми расположилась часть аттракционов по мотивам фильма «Иллюзия обмана». Там тоже было прикольно, но мы с вами переходим к части парка DreamWorks. Ну, наконец-то, ребята, я могу показать вам свою хату, свое родное болото. Погнали! Ребята, это мое болото. А вот это моя карета. Давно не виделись, я просто, давно на свое болото в Дубаях не ездила. Ну что, ребята, везите на море. Так, сейчас приедем. Приехали. Видно, с водителем что-то не то. Ну что, немножко поностальгировали по 2018 году и вспомнили мой предыдущий влог. Если честно, это моя любимая часть парка. Такая приятная музыка, я чувствую себя уже персонажем Шрека. Как-то здесь все ощущается по-иному. Ты чувствуешь себя персонажем Шрека. Все красочно, при этом такая мистическая атмосфера. Смотрите, можно сделать пряню. 10 штук стоит. Сделаем? Зачем нам пряники? Ну, это вот так вот делается из монетки. Можно делать либо пряню, либо Фиона, либо Шрека, либо осла. Осла с котом надо делать. Вот что нужно сделать? Ну, давай сделаем. Туда надо денежку засунуть? Да.
Да и в принципе, я огромный фанат Шрека, считаю, что один из лучших мультиков DreamWorks. Там был аттракцион, где можно было прочувствовать рассказ на себе Шрека и Фионы о том, как они познакомились. И декорации, если честно, были просто сногсшибательными. Вот реально ощущение, как будто ты попал в мультик. И это ради чего я люблю посещать такие парки. А теперь погнали в Мадагаскар. Да, эта часть парка тоже выглядит достаточно красочно, просто очень сочно. И так как в прошлом году у меня был не очень хороший экспириенс катания на вот этом аттракционе, я просто покаталась на лошадках, потому что это самое безопасное. Также была часть парка, которая была посвящена Кунг-фу панде. Там, в принципе, тоже были такие классные вайбы, но я ни на чем там не каталась. Ничто не заинтересовало меня. Вот. Было множество аттракционов, посвященных другим мультикам, многим, которые я не смотрела. Ну, а я предлагаю вам прочувствовать на себя экспириенс райда по охотникам за привидениями. Natural disturbance detected. Proton packs activated. Ну и если уж супер придираться, то совсем немножко я была разочарована в парке по сравнению с 2018 годом. Я действительно надеялась, что они откроют какие-то новые аттракционы, а они, наоборот, даже закрыли некоторые классные, которые мне очень-очень понравились. Парк как-то за ним особо не ухаживают, очень много выцвевших всяких статуй. Ну а теперь мы с вами отправимся в Legoland Water Park. Юху! И самое время покататься на горках. И, повторюсь еще раз, я не любитель горок, поэтому в такую погоду я пошла туда только охладиться. И, если честно, это было вполне себе успешно. Так что мы захватили купальники и погнали в бассейн. Но, опять-таки, возможно, я слишком придирчивая, но бассейны в отеле, в котором я оставалась, показались мне гораздо более крутыми, чем в Леголенде. Но, опять-таки, чтобы остудиться, советую, очень классно. Если будете в Дубае, обязательно посетите. Мой супергерой, супергерой, где мой супергерой. Ну и, как всегда, при выходе из парка вы можете наблюдать магазинчики, в которых вы можете купить очень много ненужной фигни, которая, может быть, на первый взгляд вам кажется очень нужной в моменте, но потом вы не знаете, куда это девать и выкидываете. Но чтобы так посмотреть, очень даже приятно для глаз. После данного экспириенса мы вернулись в отель, и я захотела провести остаток вечера на пляже и поплескаться в Персидском заливе. Вода, между прочим, была просто огненная. До этого я ездила в Арабские Эмираты только зимой, потому что так получалось. И сейчас, приехав летом, для меня это было огромным удивлением, что вода была настолько горячей, но на самом деле это было достаточно классно.
Я сняла много тиктоков, так что подписывайтесь. Вот на экране можете видеть мой никнейм. Буду рада вас видеть. И пишите обязательно комментарии, если вам понравилось это видео. Я еще не прощаюсь. Хотела еще вам сказать насчет того, что впервые в жизни я увидела песчаную бурю своими глазами. И это было не так уж приятно, но зато посмотрите, как при песчаной буре вечером выглядит отель. Прям Twilight Vibes, сумерки, не меньше. Я была рада вас видеть. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Подписывайтесь на Instagram, следите за мной. Скоро будет новая музыка. И дайте знать, если вы скучали по влогам.